Всем привет! Сегодня у нас еще один урок для начинающих. Мы сегодня будем вязать бантик. И давайте скорее приступим. Итак, сегодня я вам предлагаю связать вот такой бант. Это буквально 10 минут, но вы сможете отточить такие навыки, как воздушные петли, столбики с 3 накидами, соединительные петли и в дальнейшем экспериментировать также с разной пряжей и размером крючка. Итак, я буду использовать вот такую, как вы видите, толстую пряжу, такой же крючок, у меня номер 4. Это все делается для того, чтобы вы хорошо видели петли, чтобы вы понимали, что происходит. Новичкам рекомендую использовать именно толстую пряжу и большой крючок для того, чтобы вы пока учились. Дальше вы сможете использовать и крючок поменьше, и совершенно разный тип пряжи. Итак, мы начинаем с вами с кольца амигуруми. Я вам покажу один способ. Если что, у меня есть на канале отдельное видео. Сейчас вы увидите ссылку в правом верхнем углу. Там показано несколько способов. Вы можете посмотреть это подробное видео и понять, какой способ вам делать легче. Я делаю таким образом. Мы нить обвиваем вокруг пальца. Вот этим пальчиком придерживаем. Вводим крючок под ниточку. Подтягиваем нить. Тянем на себя, переворачиваем крючок. И теперь вот эту ниточку нам нужно подтянуть. Переворачиваем крючок и протягиваем его в петлю. Вот. Таким образом у нас получилось кольцо амигуруми. Пальчики мы убираем. Теперь берем, кладем палец. И ниточка у нас на нашем пальце. И мы задними пальцами, вот этими, чуть-чуть подтягиваем ниточку. Если вы потянете так, петля будет больше. Если вы задними пальчиками потянете за нитку, петелька будет чуть меньше. Итак, кольцо мы сделали. Теперь что нам необходимо сделать дальше? Дальше мы с вами будем провязывать воздушные петли. Что для этого нужно? У вас ниточка на пальце. Вы подхватываете нить и проводите через петельку. Это одна воздушная петля. Вот она у вас. Таких нам нужно сделать всего 6. Итак, провязываем. 1. Дальше. 2. Старайтесь чуть-чуть вытягивать вашу петельку. Не затягивать сильно, а чуть-чуть вот так вверх тянуть. На первых порах, чтобы вы видели, что у вас получаются одинаковые, равномерные петельки. 3. 4, 5 и 6. Провязали. Вот смотрите, у нас получилась цепочка из 6 раз, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петелек. Что мы делаем дальше? Мы с вами делаем столбик с 3 накидами. Это достаточно кажется сложным, особенно для новичков, но ничего, мы справимся. Что нам нужно сделать? Делаем накид на крючок буквально вот так. 1, 2 и 3. У вас сейчас 3 накида на крючке. Теперь наш крючок мы вводим в кольцо. Ввели в кольцо, как вы видите. Мы захватываем ниточку вот эту, которая у нас на пальце, она у нас рабочая. Захватили и продели через кольцо. Посмотрите, как много у нас с вами петелек на крючке теперь, правильно? Их нужно что сделать? Провязать. Мы захватываем крючком рабочую нить, провязываем первые 2 петельки. Вот так, 1 и провязали. Дальше мы снова захватываем ниточку и провязываем вторые 2 петельки. 1, 2, провязали. Следующие петельки. 1, 2, провязали. И последние 2 петли у нас остались. Мы снова их провязываем. И смотрите, у нас воздушные петельки далеко с вами. А косичку мы провязали вот здесь. Вы пальчиками прям поправляете. Вот так, чуть ближе к воздушным петелькам. Итак, у нас получилось, мы с вами провязали целую вот такую большую косичку
столбик с 3 накидами. И всего таких столбиков нам нужно с вами сделать 6. 1, 2, 3. 3 накида на крючок. Снова вводим в петлю, подхватываем нить. На крючке у нас 5 петелек сейчас. Провязываем по 2 петельки. Первые 2 провязали, вторые 2, третьи 2 и четвертые 2 петли провязали. И снова взяли и пальчиком поправили. Итак, второй столбик мы связали. Давайте теперь самостоятельно свяжем еще 4 таких столбика. Ровно точно так же. Итак, посмотрите внимательно. Мы точно так же провязали еще 4 с вами. И теперь вы видите, мы набирали воздушные петельки. И у нас получается 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6 с 3 накидами. Теперь нам снова нужно провязать 6 воздушных петелек. Прямо сейчас, где вы находитесь, вот здесь вы довязали последний столбик, вы набираете 6 воздушных петелек. 2, 3, 4, 5 и 6. И все, что вам останется сделать, это продеть их в ваше кольцо. Мы берем крючок, вдеваем его в наше кольцо, захватываем ниточку и сразу эту ниточку протягиваем в петельку. И пальчиком поправляем. Итак, одну сторону бантика мы с вами уже связали. Для того, чтобы перейти к следующей стороне бантика, нам нужно сделать соединительную петлю. Мы вводим крючок в наше кольцо, подхватываем ниточку и делаем соединительную петельку. Сделали. Это переход к нашей второй части бантика. Итак, теперь все то же самое. Мы набираем с вами 6 воздушных петель. 2, 3, 4, 5 и 6. Набрали. И снова будем делать с вами столбики с 3 накидами. Делаем 3 накида на крючок. Вводим в петлю, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 столбика. Первые 2, вторые 2, третьи 2 и последние 4 2. И пальчиком мы вот так вот поправляем. Таких столбиков, как вы помните, нам нужно сделать всего 6. Спокойно, аккуратно, самое главное. Не затягивая петли, пусть они у вас будут большие, пусть не одинаковые. Самое главное не затягивать петельки, когда вы не можете даже крючок просунуть, настолько у вас мало пространства. Итак, еще 4, пожалуйста, довяжите самостоятельно. Итак, провязали 4 столбика с 3 накидами. И снова мы с вами завершаем тем, что набираем 6 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6. И все, что нам нужно сделать, это закрепить их в нашем кольце амигуруми. Вводим кольцо, подхватываем нить и сразу проводим через петлю. Протянули. И последнюю петельку, которую мы делаем, это соединительная петля. Мы вводим в наш круг амигуруми, подхватываем нить, проводим ее через петлю сразу. Итак, теперь нам необходимо отрезать нитку и оставить очень длинный конец, из которого мы будем с вами формировать серединку. Итак, отрезали ниточку. Теперь мы просто тянем за эту ниточку. Так как я оставила очень длинную нить, мне приходится, видите, долго тянуть за нее. Итак, потянули за нить, вот она осталась.
Теперь нам необходимо что сделать? Затянуть наше кольцо амигуруми. Как вы видите, все это время с нами был вот этот хвостик. Теперь мы просто с вами за этот хвостик тянем прям до самого конца. И вот так у нас затянулся наш бантик. Теперь что нам необходимо сделать? У нас остался длинный конец, который я попросила вас оставить. Мы с вами просто аккуратно наматываем ровненько на серединку нашего бантика, чтобы серединка у нас была красивая и объемная. Итак, когда вы понимаете, что достаточно, мне нравится серединка, вы отрезаете нить, переворачиваете на изнаночную сторону, а изнаночная сторона там, откуда у нас торчат ниточки. И что я вам рекомендую? Возьмите обычный крючок, вот тот, допустим, которым вы вязали, и проденьте вот эту ниточку, кончик, через основание тех, что вы намотали. И то же самое сделайте с вот этим кончиком. Вот так. И рекомендую сделать узелок. Итак, как вы видите, я сделала узелок, и теперь обратно наши кончики вытаскиваем, чтобы их спрятать. Так как мы сделали узелок, нам теперь необходимо сделать так, чтобы все выглядело красиво. Просто снова прячем наши кончики. Неважно, как вы это будете делать, через сколько петелек и так далее, как далеко. Главное, чтобы все выглядело эстетично. И теперь кончики мы прям обрезаем. Итак, смотрите, теперь вот таким образом выглядит изнаночная сторона. Мне кажется, прям здорово. Не видно ни узелка, никаких лишних ниточек нет. И вот так у вас бантик выглядит с лицевой стороны. В дальнейшем вы сможете экспериментировать. Используйте разную пряжу и разный размер крючка. В зависимости от этого у вас получатся совершенно разные бантики. Я надеюсь, вам было все понятно в этом уроке. Если есть какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях. А мы с вами увидимся в следующем видео.